Всем привет! Сегодня в этом видео я расскажу и покажу, как настроить двухмоторный самолет классической схемы, то есть с задним хвостом, с рулем высоты и рулем направления в прошивке ArduPilot. Прошивка у меня самая свежая на текущий момент, стабильная версия 4.09, и показываю я для нее. Снимаю это видео после первого полета, дабы убедиться, что все настройки были корректные и можно ими делиться, собственно. Итак, в первую очередь я должен, по идее, зайти в Monitoring Hardware, Axle Calibration и откалибровать акселерометр. Но поскольку у меня полетный контроллер развернут на 180 градусов, поэтому я иду в Full Parameter 3, IHRS, и тут я выбираю IHRS Orientation 4. Это YO 180. Вот этот параметр. Жму записать, перезагружаю полетный контроллер, и после этого могу калибровать акселерометр. Как калибровать я подробно описывал в отдельном видео. Я, пожалуй, оставлю просто ссылочку на это видео. Если кому-то непонятно, посмотрите его. Далее иду на вкладку компас. Компас подключен по шине I2C. Вот картинка. То есть вот пины CL2 и DA2. И они вот тут еще есть. Где они? Да, CL2, DA2. А к этим пинам у меня подключен компас. А GPS у меня подключен к третьему UART. Вот он, TX3, RX3. Необходимо в поле обязательно откалибровать компас. Нажимаем на эту кнопочку Start Calibration и калибруем компас. Откалиброван, далее калибруем аппаратуру радиоуправления. Нажимаем Calibrate Radio и двигаем стики от максимума до минимума. Таким образом, калибруя нашу аппаратуру. Далее, Servo Output. Я назначаю функции сервовыходов. Открою документацию, чтобы было видно. То есть к первому сервовыходу, вот он, подключен левый мотор, ко второму сервовыходу правый мотор. И я указываю throttle right или throttle left. Далее к третьему сервовыходу, это вот тут уже S3, у меня подключены элероны. К четвертому сервовыходу у меня подключены закрылки. Пока что я не ставлю им роль flaps. Я вот не ставлю роль flap либо flap auto, я хочу поэкспериментировать с ними. И просто прокинул сигнал с крутилки. Выяснился также косяк, что при failsave уровень сигнала вот здесь падает до минимума, и закрылки отклоняются на 180, в противоположную сторону. В общем, надо что-то будет с этим поделать, потом подумать, что это неправильное решение на самом деле. Вот, поэтому лучше поставлю функцию все-таки flap. Ну, все, закрылочки вернулись на место. Хорошо. Далее, к пятому. Где у нас пятый? Вот он. Пятый. Сервовыход. У меня подключен руль высоты. И к шестому сервовыходу подключен руль направления. У меня осталось еще не задействованных как минимум два сервовыхода, S7 и S8. Под что их буду задействовать, я пока еще не знаю. Далее, необходимо откалибровать регуляторы. Точнее, в моем случае их калибровать не надо, поскольку я их подключил в режиме Dash-Shot. Сейчас показываю, как это сделал. Также я выпускал отдельное видео, но сейчас еще покажу. Ввожу в поиске BLH и задаю BLH Mask канал 1 и 2, то есть режим Dash-Shot будет активироваться только для первого и второго сервоканала.
Далее указываю серво BLH O-Type 4, DShot 150. Это для того, чтобы не калибровать регулятор. DShot 150 для самолета выше крыши. И остальные параметры, в принципе, по умолчанию. После этого, как можно посмотреть на вкладке Data, первый, второй RC выход работают в режиме DShot 150, а все остальные в режиме PWM. Хорошо, DShot и регуляторы настроены, калибровать их нет нужды. Полетные режимы, тут все по личному предпочтению, я настроил таким образом. Вы можете настроить как хотите, в любом другом порядке. Optional Hardware. Телеметрии у меня нету. Далее, вкладка Battery Monitor. Пожалуй, настройку датчика тока и напряжения я лучше покажу через Full Parameter 3, потому что тут оно, ну, такое себе на самом деле. Для этого иду config Full Parameter 3, раздел BAT, и тут смотрю. Offset и Amp per Volt я пока не корректировал. То, что нам предоставил производитель, извиняюсь, начало жужжать. Я отключу питание. Так. На чем я закончил? Да. Тут все по умолчанию, как заложено в прошивке. But ARM не трогал. ARM Volt я задал порог напряжения, ниже которого самолет не будет армиться. Это такая защита от дурака. Далее указал емкость батареи. 5000 мАч у меня сейчас есть. Задал параметр критического напряжения. Критической емкости, чтобы он там выдавал предупреждение о том, что все плохо. Задал порог критического напряжения. Это параметр стандартный, который идет с прошивкой. Тот пин, который используется под датчик напряжения. Вот тут важная вещь. Параметр действия при критическом уровне напряжения и при низком уровне напряжения я поставил None. То есть самолет ничего не будет делать. Он продолжит полет. Так, тут можно указать, будет чистое напряжение либо компенсировано за счет вычисления просадки. Но тут будет браться напряжение, которое я буду видеть на ОСД, чистое напряжение, которое поступает на датчик напряжения. Извиняюсь за тавтологию. Так, это порог низкой емкости, который относится вот к этому параметру low action. То есть параметр low мАч относится к параметру but fall safe low action. А critical мАч либо critical volt относится к параметру critical action. Так, BAT Monitor 4, это аналог voltage and current. Так, тут ничего не задается, это какие-то последовательные датчики тока напряжения. Так, множитель напряжения, тут дефолтное значение. Пин датчика напряжения тоже дефолтное. И можно ограничить максимальную мощность, потребляемую моторами. Я пока ничего не ограничивал. Вот так настраивается датчик напряжения. Лучше всего это более наглядно и более правильно, я считаю, делать через Full Parameter 3. Хорошо, датчик напряжения разобрали. Теперь также я настроил Airspeed. Это, вот, на самом деле дурацкая настройка, она абсолютно непонятная, потому что пин аналог, как бы, а у меня датчик цифровой, поэтому тут непонятно, что выбирать. Поэтому я лучше пойду опять же config Full Parameter 3 и раздел ARSPD. ARSPD Type 1. Датчик воздушной скорости используется следующий I2C MS там 4525D0. Это матековский датчик воздуха, который подключается к шине I2C. А подключается он вот сюда. Вот к этим пинам я подключил CL. Вот он. Распиновка этого датчика воздушной скорости, он по шине I2C подключается, SCL, SDA, земля и 5 вольт. Я подключил его вот к этим пинам. DA, CL2 и 5 вольт и земля.
То есть я указал тут единичку и указал, что AirSPD use 1. И все. После этого он у меня заработал. Теперь можно перейти на вкладку config и тут задать onboard OSD. То есть нужно настроить по своему вкусу OSD-шку, которую вы будете видеть. Я ее настроил вот таким вот образом. Вы можете настроить как угодно. Делается это элементарно. Перетаскиванием вот этих вот элементов, которые будут отображаться. Если чего-то сейчас тут нету, но вы хотите вывести, вот, допустим, температуру чего-то там, ставлю галочку темп и тяну куда нужно эту самую темп. Вот. После того, как все настроили, нажимаете Write Customization и настройки сохраняются. Тут можно настроить тип шрифта. Правда, шрифт будет меняться только на мониторе. Тут вы не увидите, как шрифт изменился. Ну, еще какие-то можно настройки вывести. То есть при фейлсейве будет какой-то другой скрин, допустим. То есть сейчас у меня только один скрин настроен. Можно, допустим, для фейлсейва настроить скрин второй и указать его вот сюда. Для дизарма какой-нибудь третий скрин и указать его вот сюда. Ну, в общем, штука функциональная, но я ничего не настраивал. Я только один экран настроил. Пока что мне этого достаточно. Потом в дальнейшем, возможно, я более тонкую настройку проведу, но пока мне этого достаточно. Так, что еще? Хорошо, Full Parameter 3. Теперь покажу, что я еще настроил, что важно настроить для первого полета. Акро-локинг поставить единицу. В том случае, если вы летаете в акро. Потому что акро в ArduPilot маленько странная. Если стики не трогать, он будет возвращать самолет-аппарат в горизонт. Если акро-локинг равное нулю. А по дефолту оно 0. Поэтому, чтобы аппарат держал угол, нужно задать единицу. Я акро-режим для бинарика не выводил, но мало ли что, на всякий случай эту настройку сделал. Также можно настроить рейты для акро-режима. Они настраиваются вот здесь. Тут я ничего не менял, потому что я, в принципе, не планирую в нем летать в акро. Так, да, про калибровку компаса также я упомяну, что в свежих версиях прошивок не нужно задавать ориентацию компаса. Она вычисляется автоматически, что супер. Но важно, конечно, задать ориентацию полетного контроллера. Потому что он, по идее, должен стоять стрелочкой вперед, а у меня он стоит наоборот, моторами вперед. А бинарика, в принципе, идеально подходят стоковые пиды. Я вот пытался делать автотюн, но на самом деле не надо этого было делать. Такое ощущение, что после автотюна он стал лететь хуже. Я сейчас загружу дефолтные пиды. Так, ну, пожалуй, только по питчу изменил пиды. По роллу он пиды не трогал. А по питчу он маленько понизил их. Ну, что я и заметил, в принципе, потому что он стал менее отзывчив по питчу у меня. Сейчас еще раз покажу стандартные пиды. Эй, где-то там. Basic Tuning, вот. То есть стандартные пиды, в принципе, ну, нормальные. Можно их не трогать. Так, а HRS. Тут больше ничего. Ничего. Арминг. Не советую отключать арминг чек. Я его никогда, когда летать собираюсь, не отключаю. Но в этом полете я, конечно, отключил, потому что у меня GPS не было. Без GPS бы он у меня не полетел. Поэтому в первом полете я просто поставил... А, я наоборот снял. Да, я отключил арминг чек. Надо его вернуть обратно. Арминг чек только для тестов. В нормальном полете арминг чек отключать нельзя. Также я поставил арминг руддер. Arm о disarm. Ходит много холиваров по поводу того, что армить свитчом, переключателем или руддером. Я считаю, что армить нужно руддером. Один раз я случайно задизармил Dart,
Можно посмотреть будет по ссылочке, что произошло, как его посадил. Хорошо это было сразу после взлета, если бы где-то было далеко. Сразу бы сменилась точка домашняя. И было бы неприятно возвращаться домой по памяти. Вот, поэтому либо ставим arming only, либо arm or disarm. Но надо понимать, что в очень в редком случае можно случайно задизармить рудером. Это если вы будете там с нулевым газом нарезать левую петлю на снижении, но, блин, это, по-моему, натягивание совы на глобус, что очень маловероятно. Поэтому можно смело ставить arm or disarm с помощью рудера. А если вы хотите обезопасить себя дополнительно, чтобы вам ручки не порубало, а допустим, если вы поставили arming only, то есть вы задизармить не можете и можете случайно включить движки и порубать себе руки. В этом случае, чтобы обезопасить себя, вы можете на какой-нибудь RC канал назначить функцию Emergency Stop. Motor Emergency Stop. Функция 31. Эта функция просто останавливает мотор. Можно это делать прямо в полете, можно на земле, где угодно. И в этом случае мотор у вас просто остановится, без дизарма. Очень полезная вещь. Итак, с армингом разобрались, а RSPD я уже показал, как настроен датчик воздушной скорости. Auto-Tune Level стоит по дефолту. Ну, автотюнить, я думаю, даже и не буду этот самолет, потому что он на стоковых пидах залетает замечательно. Так, датчик напряжения настраивается я показал. Как видно, можно поставить там несколько до 9 штук датчиков напряжения. Так, для того, чтобы настроить телеметрию R9M, необходимо поставить BRD Alt Config в единицу. Так, что далее? Что еще? Флап это закрылки, пока закрылки у меня не стоят, не работают, не настраивал. Failsafe. Я настроил Failsafe Long Action Return to Launch. То есть, если радиоуправление пропадет надолго, то самолет будет возвращаться домой. И поставил тайм-аут 5 секунд для долгого потери радиоуправления. Для также Failsafe Short Action я поставил режим FBWA. И интервал короткой пропажи радиоуправления 1,5 секунды. То есть, если через 1,5 секунды радиоуправление не восстановится, он сначала перейдет в режим FBWA, то есть полетит просто прямо. А если через 5 секунд управление не восстановится, он перейдет в режим Return to Launch. Так, что еще было настроено у меня? GPS у меня подключен к третьему UART. Маппинг UART можно посмотреть вот на этой вкладочке Arduino Pilot GBOS. Так, F405 Wing, да, 405 Wing. Вот, тут можно посмотреть, куда как подключать. Как раз так вот у меня подключено компас вот сюда, к CL2, DA2. И GPS подключен RX3, TX3. И можно увидеть, что USART 3, как раз вот этот вот RX3, TX3, это Serial 3. И Serial 3 протокол стоит GPS. И Serial 3 Baud 38400. Также предполагается, что второй GPS можно подключить в Serial 4. Так, Serial 7. Приемник предполагается подключать вот сюда по S-Bus.
это в случае с S-басом, но так как я подключал по F-порту, то я подключаю не через пин S-бас, а через TX2. И TX2 у нас мапится, второй сериал, на 7-й UART. Это на сайте RootPilot. Ладно, поверьте мне на слово. При установке, которую как раз показал выше. Вообще это я подобно разбирал видео про подключение R9M, но еще упомяну здесь, что при задании BRD alt-config в единицу сериал 2 начинается мапиться, точнее второй UART TX2 начинает мапиться на 7-й сериал. И для того, чтобы заработала телеметрия по F-порту и сам протокол F-порт, я указываю Serial 7 протокол 23, это FRSky, RCIN, и Serial 7 Option равный 4. Это Half Duplex и... Все, да? Да, Half Duplex. Все. После этого начинает работать приемник по протоколу F-порт и начинает работать телеметрия FRSky-евская. Так. Где он находится? Да, в разделе серво. Серво автотрим я поставил единицу для автотрима серв элеронов и руля направления. Не следует путать эту настройку серво автотрим с настройкой Trim Auto. Принцип работы их разный. Trim Auto это более старая версия автотрима. В этом режиме Trim Auto необходимо там в мануале держать самолет в горизонте, только после этого сервы тримируются. А при активации серво Auto Trim он тримируется сам автоматически в режимах стабилизации. Пожалуй, на этом все. После этих настроек можно брать самолет в охапку и испытывать его. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал, задавай вопросы в комментариях. Пока-пока.